Если вы захотите совершить увлекательное кинопутешествие на комфортабельном морском лайнере в обществе благородных жуликов Джефферсона Питерса и Энди Такера, никуда не ходите. Сидите завтра дома. Собравшись в тесном кругу своих телевизоров, вы получите последнюю возможность заглянуть в святая святых треста Питерс, Такер и Сатана. Простите на сей раз и Гименей. Узнаете интимные стороны жизни женщины, которая поет. Побываете в изысканном обществе истинных джентльменов. Не суетитесь, и вы получите возможность в течение одного сеанса познать смысл жизни. Чего не удавалось никому из философов. От Сократа и Аристотеля до Энди Такера и Джефферсона Питерса. Итак, спешите видеть! Итак, сегодня мы собираемся завершить печальный рассказ о создании и величии треста, который лопнул. Да, скажем прямо, трест лопнул. И это несмотря на то, что создатели его были вооружены довольно убедительной и современной гипотезой. Как плоская и стертая монета, на 3 китах покоилась планета. Эти киты известны каждому. Один – азарт, другой – политика, и 3-й кит – любовь. Да, исход предрешен. Но нельзя не оценить по достоинству богатый опыт, накопленный благородными жуликами в деле околпачивания, одурачивания и облапошивания себе подобных. Из опыта треста Питерс, Такер и Сатана. Иные всю жизнь набираются чужого опыта, а Джефф Питерс и Энди Такер предпочитают на последние медики играть в орлянку с судьбой. Их встреча случайность, скажете вы? О, нет. Они не могли не столкнуться на большой дороге жизни, собирая одни и те же философские камни. Они должны объединиться, и для этого не жаль ничего. Тем более, что этого ничего всегда так мало. Опыт номер 1. Всякому существу суждено стать добычей другого существа. Можно ли представить себе занятие более прибыльное, чем благородное жульничество, когда вокруг столько безупречных купцов? Кстати, хорошо бы разобраться, где здесь причина, а где следствие. Следствие? Ну вот уж следствие совсем ни к чему впутывать в дела треста, потому что все они безупречны с точки зрения закона и знания человеческой природы. Опыт номер 2. Человеческая природа несовершенна. Грустно, но факт. Что же в таком случае истина? Сокрушаются компаньоны всякий раз после очередного поражения. Истина в вине. И вина их лишь в том, что они слишком часто подмешивают в жульничество совесть. Опыт номер 3. Совесть – это улика, которую ни один суд не примет к рассмотрению. Так вот, почему доходы треста рано или поздно становятся собственностью тех, чьи аморальные инстинкты оказываются выше. Как ни крути, а прибыль приносит только одна этика – поросячья. И неважно, кто ее исповедует. Свинократ из провинции или джентльмены из коридоров власти. Итак, вера в азарт подорвана. Надежда на политику не оправдалась. Путешествие на этих 2 китах оказывается нерентабельным, да и некомфортабельным. Штормит житейское море. Акции подмочены. Под тяжестью улик трест вот-вот лопнет. Но настоящий трест может лопнуть только изнутри. Так гласит опыт. Опыт номер 4. Чужой опыт никогда никого ничему не учит. И снова в путь. А на горизонте уже всплывает 3-й кит. Ну да, конечно же. Любовь. У юных леди просим мы прощения. Святоши пусть покинут помещение. Ханжа, заткните уши поскорей. Любовь, любовь, мы переходим к ней, ведь с юных лет и досидим. Любовь, любовь, наш
господин. И знают даже дети до 16 о том, что не в капусте их нашли. Есть доля правды в этой информации. Любовь — вот возвращение земли. Ты кто, любовь? Победа? Поражение? Инстинкт, порок, святое откровение? Кухонный чад или струн нежнейших звон? Ответит тот, кто был хоть раз влюблен, что с юных лет и до седин любовь, любовь, наш господин. И знают даже дети до 16 о том, что не в капусте их нашли. Есть доля правды в этой информации. Любовь — вот возвращение земли. О, райский плод, откушенный без спроса. Когда б не Ева, не было б вопросов. Ни ревности, ни грусти, Ни рогов. всех спутников понятия любовь. Ведь с юных лет и до седин любовь, любовь, наш господин. И знают даже дети до 16 о том, что не в капусте их нашли. Есть доля правды в этой информации. Любовь — вот возвращение земли. Только одну ночь. Излечение от туберкулеза, насморка, расстройства желудка и ностальгии, а также обучение игре на фортепиано, флейте, пикколо, шестиструнной гитаре и иностранным языкам во сне. Трест, Питер, Стаккер и Морфей гарантируют. Осторожно, Энди. Осторожненько. Держи. Клади кирпич. Что ты там возишься? Не бойся, они будут спать до второго пришествия. Второй раз мы сюда не вернемся. К сведению отдыхающих, леди и джентльмены, наш комфортабельный суперлайнер отдаст концы через 15 минут. Кто не успел приобрести билеты, может сделать это через помощника капитана. К вашим услугам танцы под джаз-банд, бильярд, рулетка и другие культурные развлечения. Шезлонги и напитки включены в стоимость билета. Счастливого плавания, леди и джентльмены!
Мужчина и женщина. Сколько здесь еще загадочного, неиспользованного, не правда ли, Джефф? Все, что я знаю о жизни, я вычитал из газет. Поэтому мне иногда бывает трудно улавливать твою новую мысль. Я хочу сказать, что мисс Природа придумала отличную азартную игру, где участвуют короли и дамы всех мастей. А все-таки чертовски приятно, Энди, чувствовать себя независимым ни от полиции, ни от этого бравого капитана. Шампанское? Лимонад. 2. Сейчас принесу. Так, Пожалуйста. Да, независимость действительно дорогое удовольствие. Но и любовь стоит того, чтобы вложить в нее наш капитал, а извлечь из этой игры. Энди, ты же знаешь, отсюда всего 2 суток пути до штата Юта. И эти деньги. Что ж, ты прав, Джефф. Половина этой суммы будет вполне достаточно, чтобы ты смог осуществить свою мечту. И поэтому будет справедливо, если мы поделим деньги пополам. А ты как же? Моя мечта стоит дороже, Джефф. Да, Энди? Твоя мечта, конечно, требует больших усилий, чем моя. А? Но зато в день, когда ты разрежешь алую ленточку, и благодарные посетители библиотеки. Что с тобой, Энди? Когда же это могло? Ты тебя охранял его как младенца. Ну вот, а ты говорил, что мы не вернемся сюда. Никогда не надо зарекаться. Придется собрать с этого поля второй урожай. Совершенно чистая карета, сэр. Только что с похорон. Быстро, надежно, выгодно. Всего 50 центов один конец. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Подожди, ну что ты делаешь? Тебе же завтра будет стыдно перед твоей женой. Мне будет стыдно! Уйди! А все-таки, Джефф, что бы там ни говорили господа поэты и романтики, а любовь и супружество – это золотая жила. И, к счастью, еще не разработанная. Можно избежать смертоносного дыхания Анчара, можно уйти от суда Божьего и суда присяжных. Что бы ни думал по этому поводу мистер президент. Можно проскочить даже сквозь игольное ушко, как бы там ни утверждали Мудрецы. и любители гипербол. Но ни одному человеку, Джефф, слышишь, ни одному еще не удалось выпутаться из тенет любви. Когда мы любим, слово «любовь» синоним самопожертвования и отречения. А когда любит сосед за стеной, это слово означает самомнение и нахальство. Любовь. Великая госпожа. Госпожа случайность. Мы возлагаем жертвы на ее алтарь. Представьте, как в один прекрасный день вы войдете в банк в скромной надежде открыть счет. Сейф. Недовор. Открыть сейф без посторонней помощи. А у окна сидит Полисмен! очаровательное существо. А ты перебрал. Да, именно очаровательное существо. И вы забываете, кто вы такой, зачем пришли сюда и становитесь Кладчиком! мужем. Ты
Кладзе, вы становитесь мужем. Счастлив тот, кто вытянул свой жребий. Браво! Счастлив тот, кто, встав поутру, может найти у кровати свои шлепанцы и съесть омлет, благоухающий духами и кольт-кремом. Карета чистая, только что с похорон. 50 центов один конец. Ну, Джефф, бери перо, пиши. У тебя великолепный почерк, не испорченный наручниками. Симпатичная вдова, прекрасной наружности, 27 лет, вес 210 фунтов, рост 5 футов. И 1 дюйм. И 1 дюйм. Почему 1 дюйм? Ты ее знаешь? Нет, просто, по-моему, ужасно симпатично звучит. Рост 5 футов и 1 дюйм. М? Ну ладно, хорошо. Талию, бюст и прочее размеры проставь сам. А можно я напишу подробности при встрече? При какой встрече? Конечно, никакой встречи не будет, но я знаю мужчин. Они такие привередливые. Одному нравятся полные, другому, наоборот, маленькие и худые. Если мы укажем точные размеры, то можем сразу лишиться какой-то части клиентов. Ладно, подробности при встрече. Желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь. Небогатого, но нежного сердцем. Так как, по ее убеждению, добродетели чаще встречаются среди бедняков. О, какой слог, Энди. Какой слог. Ну что ты, Джефф. Ничего не имеет против старого и некрасивого, если будет верен ей и сумеет распорядиться ее капиталом. Ну что ты, Энди? Ну кто же захочет себя признать старым и некрасивым? Угу. Ну ладно, потом подредактируем. Желающие вступить в брачный союз Брачный союз. Послушайте, милейший, в чем дело? Моя муза просто немеет, когда грохочут пушки. Какие музы, сэр? Полдень. Джентльмены пьют и закусывают. Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную компанию Питер Стакер и Гименей на имя одинокой. Может быть, вдовушку навестить? Тут сказано, что вдова лично никого не принимает. Это в каком же смысле? С предложениями обращаться по почте. И вложить в конверт $1. Смотри, Джефф, и запоминай. Миром правит Гименей, аппетит и как его, Бахус. Читали? Симпатичная вдова, прекрасной наружности. 27 лет. С капиталом 3000. Желающий вторично выйти замуж? Куда тебе гоняться за молодыми вдовами? Заткнись, Том. Или ты забыл, как я обучал твою жену прицельной стрельбе? Мы стреляли всю ночь, а ты даже не проснулся. Все-таки наш опус имеет успех больше, чем романы Мопассана. Но скоро появятся и критики. И чтобы этого не случилось, ищи женщину. Шерше ля фам, как говорит твой Мопассан. А что тебе, женщина? От них только вред. Что общего между брачным свидетельством и настоящей вдовой? Во всех моих начинаниях я держался того правила, чтобы товар был налицо. Сегодня наш товар вдова. Да и этим милым джентльменам, думаю, важнее один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Иначе... Ты прав, Джефф.
Ищем вдову. Я сгодится мне любой, но есть и исключения. Он должен быть хорош собой, до ума помрачения. И с ним вдвоем, и с ним вдвоем, тирим-бам-бам, мы славно заживем. Если он к тому же слаб в таблице умножения, то пусть он деньгами хотя бы внушит мне уважение. И с ним вдвоем, тогда вдвоем мы славно заживем. А если нет, то одного прошу по крайней мере, чтобы имелись у него серьезные намерения. И с ним вдвоем, и с ним вдвоем, тирли-пом-пом, мы славно заживем. И с ним вдвоем, и с ним вдвоем, тирли-пом-пом, мы славно заживем. Боюсь только, что найти приличную вдову труднее, чем самородок в Клондайке. Вот тут я позволю себе не согласиться с твоим наблюдением. Я прочитал насквозь британскую энциклопедию, все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги. И как? Нашел? На той неделе примусь за дополнительные тома, но... Эй, приятель! Ну что? Это она. Ну что, Джефф, удачи? Вот, всегда как первым, так должен быть Джефф. Пожалуйста. Давай пойду я. Я пошутил. Так что, прямо сейчас и повезем? А что тянуть? Угу. Так что, прямо сейчас и поедем? Угу. А что тянуть? Я, право, не знаю. Благородное ли вы дело затеяли, мистер... Питерс. Благородный, благородный. Брачная контора Питерс, Такер и Гименей. Но здесь же написано «вдова», мистер. Мистер Питерс. Питерс. Здесь написано «вдова». Ну, а я? Как? То есть... Ой. Ну куда же вы? Ну куда же вы, мистер? Ну, конечно. Ты опять скажешь, что я виноват. Что случилось, Джефф? Объясни толком. А то, что твоя вдова... Да что ты говоришь? Ну да. Так это в 1000 раз лучше любой вдовы. Как ты? Запомни, Джефф, важна не форма, а содержание. Это отлично, миссис Троттер. Это повышает ваши акции. То есть я не то хотел сказать. Конечно, я не об этом. Они попытаются получить ваши прекрасные руки и сердце, а вместе с ними... Но у меня нет капитала в 3000. А руки и сердце у вас есть? Отвечайте же, мэм! Отлично. Все остальное мы берем на себя. А в чем будут мои обязанности? Да сущий пустяк. Только забота о собственной нравственности. Ну, а как же вот это? Но мы вам платим. Платим наличными $25 в неделю. Плюс полный пансион. Ну, я же бедная девушка, мистер. Этот... Такер. мистер. Энди Такер. Я понял вас, мэм. Жалование вам идет с этой минуты. Вопросы есть? Считайте, что я на службе. Сейчас только пудреницу возьму.
Окей, мэм. Вот что, мэм. Да-да? Конечно, может найтись идиот. Я хотел сказать, пылкий воздыхатель, который придет к вам лично, чтобы завоевать ваше сердце. Вы слышите меня, мэм? Да-да? Так вот, в этом случае вам самой придется спустить его с лестницы. Я хотел сказать, отказать ему. Вы поняли меня, мэм? Да. Я готова. Ваше трогательное искреннее письмо произвело на вдову глубокое впечатление. Она просит написать ей подробнее и прислать ваш портрет маслом. А если маслом нет? Пиши, если маслом нет, можно фотографию. Написал фотографию? Так, фотографию. Написал. Пиши. Наш гонорар за передачу этого второго письма в ласковые руки вдовы выражается в скромной сумме $2. Каковы и следует приложить к письму. Подпись Питер Стакер и Гименей. Так, что у нас дальше? Мистер Снайдер, штат Кентукки. Мечтой моей скромной жизни было жениться на вдове ростом 5 футов и 1 дюйм и возложить на себя бремя забот о ее капитале. Не дурной слог у этого, как его, Снайдерса. Ответишь и ему, Джефф. Здравствуйте, сэр. Прошу. Ох, сколько. Все. Благодарю вас. Благодарю. Большое спасибо, сэр. Благодарю. Всего доброго, сэр. Наши пальчики писали, наши пальчики оставили много. Сохранение исчерпаемый запас любви и прочих мужских достоинств, уверен, что вы будете счастливейший из смертных, но в настоящее время сижу без денег. С этого бы и начал. Знаешь, Энди, я пишу эти ответы по 12 часов в день, словно какой-нибудь Бальзак. Бальзаку было хуже. Он вынужден был писать ночью. Приветствую, сэр. Прошу. Прошу. Минуту. Спасибо, сэр. Благодарю, сэр. Дорогая мисс, каждый из нас счастлив будет с оружием в руках доказать преданность вам и желание обнять ваш стройный девичий стан. Они по 2 цента сбросили, что ли? Не знаешь, Энди, куда это подевалось благородство наших военных? Ну вот, дожили. Из Синсинга
деньги шлют? Ну, что такого от суммы до тюрьмы? 3267, 268. 2269, 270, 71, 3272. 74. Прекрасное утро, сэр. Энди, здесь ничего нет. Послушайте, милейший, а больше ничего? О, совсем забыл. Вот доплатная квитанция. С вас $20. Энди, здесь кое-что есть для вдовы. Дорогая, интересное письмо. Дорогая, к сожалению, не нашлось под рукой фотографии. Посылаю эту вещицу. Я точь-в-точь, как она, но без дурацкого костыля под мышкой и с усами, как у эрцгерцога Фердинанда. Жди. До свидания, сэр. Послушай, Джефф, что ты думаешь по этому поводу? По поводу этой копии? Нет, по поводу оригинала. Думаю, что пора закрывать контору. Кто бы мог предположить, что они захотят лично поглазеть на вдову. Пора рассчитаться с мисс Троттер. Мы вдвоем, и мы вдвоем. Ах, это вы, мистер. Ваш успех превзошел все допустимые суммы. Я хотел сказать все ожидания. Они все такие милые, и как их много. Но кто бы мог подумать, что меня так можно любить. Но я же не могу дать согласие всем сразу. О, мэм, это и не требуется. Мы вообще закрываем контору. С завтрашнего дня вы можете снова считать себя девицей. Как, мы так не договаривались? Ну что вы так убиваетесь, а? Ну что такое? Соскучились по вашему маленькому домику, да? Так завтра мы вас отсюда отправим, а? Или вас кто-то обидел, а? Ну-ка. Никто не обидел, мистер. Питерс. Так что же вы тогда рыдаете, как девочка, которая не хочет идти в школу, а? Что такое? Ну?
Ну, знаете, мисс. Ай да Джефф. А таким тихоней казался. Про штат Юта говорил. Энди, мы должны тебе объяснить. Не надо, Джефф. Я не ханжа. Какие тут могут быть объяснения? Ты не понял? Джентльмены! Тресс Питер Стакер и Гименей счастлив сообщить вам, вдовы Троттер больше нет. Теперь мы ее смело можем назвать невеста Троттер. Ну, кому же она отдаст свою руку и сердце, об этом мы узнаем из решения авторитетного жюри, после чего никакие претензии не принимаются, рукописи и фотографии не возвращаются. А пока я хочу от имени Треста и невесты вынести благодарность всем участникам конкурса и пожелать им... Мисс, вы уже собрались в дорогу? Нам не хотелось бы оставлять вас. Энди, мы хотели сказать тебе, что миссис... Как, уже? Я люблю его. Я не могу без него жить. В нем воплотился этот. Весь идеал мужчины, который я лелеяла всю жизнь. Да? Так берите его на здоровье. Я разделяю вашу радость, понимаю ваши слезы, но сейчас нам хорошо бы поторопиться. Энди, он пришел сюда по объявлению. Он не женится, пока ему не дам 3000. Кто он? О ком вы говорите? Его зовут мистер... Сейчас. Шантаж? Энди, если бы 15 лет назад кто-нибудь в штате Юта мог бы подарить мне эти 3000... Каждый мужчина, если он, конечно, мужчина, должен уметь говорить женщине «нет» и еще раз Его «нет». зовут Уильям Уилкинс. Вот как его зовут. Очень приятно. А теперь давайте попробуем спокойно обсудить ситуацию, миссис Троттер. Весьма сожалею, что нам не удастся поговорить. Может быть, в другой раз. Джефф, чего ты стоишь? Энди, горько думать, что по нашей вине это бесхитростное сердце будет разбито. Да, будет разбито. Пожалуйста. У меня тоже есть сердце. Я тоже не из тех, кто поджигает приюты для сирот и убивает слепых, чтобы воспользоваться их медиками. Давай, Джефф, займись судьбой мисс Троттера, а пока. Позабочусь о спасении Треста. Мисс Троттер, Трест искренне разделяет вашу радость. Карета чистая, только что с похорон. 50 центов, один конец. Карета чистая, только что с похорон. 50 центов, один конец. Карета чистая, только что с похорон, 50 центов в один конец. Джефф, я тебя только об одном прошу, не выпускай саквояж из рук, чтобы деньги снова не превратились в кирпичи. Ну что ты, Энди, его теперь только с руками смогут оторвать от меня. Че стал? Сэр, вы когда-нибудь видели негров с белыми руками? Это такая же чушь, как летающая лошадь, понял? Ну, сэр. Hello, мистер Такер! Я вас не узнал, будете богатым! Мистер Такер, минуточку, я что же хочу попытать счастья. Вот фотография и $2. Вот еще мой скромный... Вы знаете, я за это время продумал всю свою прошлую жизнь и понял, что могу взвалить на себя ответственность. Это бесполезно, Энди. Они знают только одну дорогу на кладбище, а туда быстро не ездят. Надо бежать. Не должны этого делать, мистер Такер.
Я же взял отпуск за свой счет. Вот же $2. Джефф, беги! Я вас, мистер Такер, никуда не отпущу. Ты что, Энди, ты мог обо мне такое подумать? Разве я похож? Джефф, ты самый благородный из всех благородных жуликов на свете. И именно поэтому ты должен бежать, чтобы спасти младенца, который у тебя на руках. Держите второго! Вон он! Держите его! Последнее слово, джентльмен! Последнее слово потомственному холостяку! Все мои предки по мужской линии были холостяками. Отец мой был холостяк, дед мой был холостяк, даже мой прадедушка Генри, прибывший сюда на 2 года раньше Колумба, тоже был холостяком. Джентльмены, я собрал вас, чтобы напомнить вам, вы мужчины цвет нации. В ваших жилах течет кровь Колумба и Писсаро. Ну, знаете ли вы, задумались ли вы над тем, что такое брак, к которому вы так стремитесь? Вам говорят, брак – это рай. Не верьте. Брак – это когда бывшие друзья становятся заклятыми врагами. Брак – это когда ваш омлет вечно пахнет духами и парфюмом. Говорят, раньше были женщины, но, может быть, мы не знаем. Но сегодня разве не мы, мужчины, лучше стряпаем? Разве не мы лучше стираем и гладим? Разве не мы лучшие сиделки и парикмахеры? Лишь за это, с позволения приходского священника, они получают законное право обшаривать ваши карманы, когда вы спите. Так могу ли я спокойно смотреть? Нас обманули! Здесь никого нет! Джентльмен! Минуточку! Я не сказал еще самого главного! Господи! Боже! Неужели ты не вразумишь этих несчастных? Неужели не отведешь их от тяжкого греха? Если ты слышишь меня, помоги им! Все, Энди, это конец. Ты не должен был его впутывать в эту историю. Ужин! Джентльмены пьют и закусывают! Молодой человек, а к вам это не относится? Вы что, не слыхали пушечный выстрел? Сейчас, папаша, сейчас. У меня что-то с часами. И чтоб я больше не повторял! Ой. Какая дикость. А в газетах пишут, что Америка вершина цивилизации. Что же тогда должно твориться в Европе? Да, ты прав, Джефф. Человечество пока еще несовершенно. Здорово ты. Если ты меня слышишь, подтверди наш вексель. Мы отомстим, Джефф. Не знаю как, но мы страшно отомстим. И неплохо заработаем. Джентльмены,
пьют и закусывают. Привет. Привет. Закрыто, вы понимаете? Закрыто, безобразие какое. Может, постучать? Да ну, пусть. Только что где? Много длинно. Ну, стукни, стукни. Старый дело всегда дорогой. Нет, надо выстрела, надо всегда выстрелить. Бомбардир, с вас $2. Монополия. Распускай.
Не кажется ли тебе, Джефф, что в жизни нашего треста наступает новый, я бы сказал, кульминационный этап? Мечты сбываются. Ваше здоровье. Спасибо. И скоро ты сможешь купить билет в вагон 2-го класса. Нет, спальный вагон до штата Юта. А я обращусь к гильдии библиотекаря, если, конечно, таковая имеется. Энди, попей молочка, Энди. Ты же знаешь, есть две вещи, которые неизвестно чем кончаются. Когда мужчина выпивает в первый раз, а женщина в последний. Еще полдня. Полдня таких, как эти. Джефф. И мы преодолеем скользкий путь от гангстеров до филантропов. И тогда я первый выйду и скажу им всем. Джентльмены, это последний стакан виски. Последний выпитый американцем в вашем городе. Посмотрите на себя. Посмотрите друг на друга. Вы швыряете последние доллары. Вы карабкаетесь на вершину греха. Энди, ты же сам предупреждал, что настоящий трест может лопнуть только изнутри. Ну, не волнуйся. Я не дам ему лопнуть. Что вы смотрите? Вы Играйте, играйте! путаетесь в липкой паутине порока. Каждый доллар, оставленный вами в гнездилище порока, омыть слезами ваших жен и деток. Но я верю в вас. Пусть говорят, что ваши сердца закрыты для добра. В ответ мы построим храм. Храм науки, мудрости и трезвости. И назовем его библиотекой имени Энди Таккера. Карета чистая, только что с похорон. 50 центов в один... Стой! Стой! С вас $2, сэр. Почему? А как же 50 центов в один конец? Правильно. 50 центов и $2. Потому что... монополия, сэр. Вас встретит очаровательная блондинка вокруг книги, а на самом видном месте полная британская энциклопедия. Идите сюда, ребята. Я где-то здесь присмотрел одно местечко. Где же? Да, вот оно. Стойте! Взгляните сюда. На этом месте мы построим храм. Почему обязательно здесь? Может, лучше там? Посмотрите все туда. Какое прекрасное место. А чем тебе не нравится это место, Джефф? Да как тебе сказать, Энди? Оно неплохое, но там, на холмах. Говори, говори, Джефф, мы хотим знать твое мнение. Что с тобой, Джефф? Hello, мистер Такер и мистер... Питерс. Так это и есть ваш жених, мисс Троттер? Да, это я. Но кто тут новый пастор? Подойди ко мне, сын мой. Какой он еще сын, мистер Такер? Такой же, как я, пастор, свинократ. Ты. А скажи, сын мой, что воровать чужих невест нынче прибыльнее, чем воровать свиней? А это мы еще посмотрим, мистер Такер, что прибыльнее. Пока я не получила от вдовы ни цента, так что венчайте нас, святой отец. Мистер Уилкинс. Угу.
Ну вы же обещали, что вы делаете, мистер Уилкинс? О деньгах не беспокойся. До ужина, Энди, они в безопасности. Смотри, смотри. Что он делает? Бомбардир еще не весит! Джефф, не надо. Как бросить? Это же наши деньги! Как это ваши? Это наши деньги! Джентльмены, нас ограбили! Это наши деньги! Боюсь, Энди, что теперь мы опоздаем на пароход. Пожалуй. А жаль. Что может быть приятнее морского путешествия в такую погоду? Руки вверх! Именем закона, Конституции и правительства штата вы арестованы. Ну вот, все как обещали. Справедливость торжествует, порок наказан. На этом, собственно, можно было бы и закончить историю треста, который лопнул. Лопнул? Да кто же в самом деле поверит в такой финал? Разве на всей земле уже не осталось места, где сегодня обманешь ты, а завтра непременно тебя? Наконец, кто же поверит, что вот так просто завершил бы эту историю писатель О. Генри? Стоп! Давайте попробуем еще раз. Именем закона, Конституции и правительства штата вы арестованы. Спасибо вам, Билл. Вы очень вовремя появились. Нет, ребята, это вам спасибо. Все окей. А вы разве не преподаете музыку в воскресной школе в штате Юта? Еще чего. Я тут же вот на это обменял ваш диплом. Все в наших руках. Слушайте, у меня есть неплохая идея. Идея? Идея? Наш славный пароходик уткнулся лбом в причал, волна качает сходни, приехали, финал, все позади, и мель, и риф, все 33 несчастья, с ними наручники, шериф. Пришла пора прощаться, прощай, веселый пароход. Прощайте, капитан О. Генри, героям вашим не везет, но повезет еще, наверно, покуда в вечной суете не надоест земле вращаться, всегда рискуешь оказаться не со щитом, так на щите. Искали ветра в поле, луч света в море тьмы, мошенник по неволе, завсегдатай тюрьмы. Держи карман, покуда жив, умей за шанс цепляться, сними наручники, шериф. Пришла пора прощаться. Прощай, веселый пароход. Прощайте, капитан О. Генри, героям вашим не везет, но повезет еще, наверно, Покуда в вечной суете не надоест земле вращаться, всегда рискуешь оказаться не со щитом, так на щите. Людских пороков дебри, земных грехов парад, из-под пера О. Генри весь этот маскарад. а смен им тот вечный миф, где доллар — символ счастья. Сними наручники, шериф. Пришла пора прощаться. Прощай, веселый пароход. Прощайте, капитан О. Генри, героям вашим не везет, но повезет еще, наверно, покуда в вечной суете
не надоест земле вращаться, всегда рискуешь оказаться не за щитом, так на щите. Покуда в вечной суете не надоест земле вращаться, всегда рискуешь оказаться не за щитом, так на щите.